Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на вопросы о жизни после смерти, мини-влоги о моей жизни и даже приятное и позитивное общение в чате вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него в описании видео и на экране. Сегодня мы узнаем, есть ли в жизни после смерти болезни, чем это объясняется, как связаны болезни духа и тела и что делать для того, чтобы раз и навсегда забыть о любых болячках и жить, как говорит одна всем известная телеведущая, здорово. Начнем с ответа на часто задаваемый всеми вопрос, есть ли на том свете болезни. Для того, чтобы понять это, сначала нужно уяснить природу любого заболевания в принципе. Почему люди болеют? Люди болеют, потому что наполняют свою жизнь страхами, стрессами и нервами, сомнениями, обесценивают себя, выпадают из зоны баланса, уверенности в себе, бесстрашия, позитива и невозмутимости. Любая, я подчеркиваю, любая болезнь возникает сначала в психической части устройства человека, в его духе, а затем уже отражается в биологическом теле. Творцом каждому человеку от рождения дан удивительный механизм победы над любой болячкой. Он называется иммунитет и работает на энергии любви, добра и света. Если с вашей психикой, вашим духом все в порядке, иммунитет работает с мощностью 100% и побеждает все болезни, включая даже смертельные, такие как, например, рак, ВИЧ и СПИД. Если же в душе живут демоны, страхи, тревоги, загоны, нервы, ненависть, злоба и прочие негативные эманации, иммунитет постепенно теряет свою силу и пропускает разнообразные болезни, которые разрушают физическое тело, и вам приходится бежать к врачам, чтобы бороться с ними. Но до этого можно не доводить, если изменить свою жизнь и кое-что в ней исправить. Вы знаете, я не из тех, кто будет упорото призывать в борьбе с болезнями использовать только нетрадиционные, так называемые альтернативные методы лечения, вроде какого-нибудь там микродозинга, и отказаться от традиционной медицины. Нет, ни в коем случае, ведь как существа, принадлежащие обоим мирам, материальному и духовному, материальному телом, а духовному духом, мы можем и должны использовать и средства обоих миров, включая земную медицину вместе со всеми ее средствами. Если болезнь в теле уже возникла, ее оттуда требуется устранить, и без земной медицины здесь чаще всего не обойтись. Но чтобы не болеть, чтобы не доводить свое тело до болезней, в первую очередь нужно озаботиться приведением своего духа в порядок, в зону баланса, невозмутимости, любви, добра и света. Перестать нервничать, погружаться в стрессы, злобу, ненависть к окружающим, а вместо этого сосредотачиваться на позитиве, помощи другим и духовном прогрессе. В связи со сказанным, вынесенный в заглавие лекции вопрос отпадает сам собою, и становится очевидно, что на том свете, разумеется, тоже есть болезни. Ведь, как мы уже узнали, в первую очередь болеет психика, сознание, душа. А именно бессмертным сознанием, психикой, душой любой человек в первую очередь и является, а вовсе не бренным биологическим телом. В жизни после смерти болеют разнообразными психическими хворями ничуть не меньше, чем в жизни земной. Но в помощь болеющим на той стороне созданы всевозможные больницы и лечебницы, в которых работают потусторонние медицинские специалисты, помогающие духам в исцелении.
Однако в конечном итоге течение болезни и ее положительный исход, как и все остальное, зависит только от самого пациента и его устремления к свету. Теперь разберемся подробнее, как связаны болезни духа и тела и как добиться совершенно здоровой жизни без врачей, больниц, уколов и операций. Каждому из нас с детства известно выражение «все болячки от нервов». Даже странно, что при такой распространенности этого выражения мало кто воспринимает его суть, потому что она и есть истина. Все хвори и болезни физического тела действительно идут с тонкого уровня. Сейчас это признают уже даже многие ученые и врачи. Так, например, столкнувшись с онкологией, потеряв из-за нее своего самого родного и близкого человека и несколько друзей, я с удивлением обнаружил, что существует множество онкологов, которые уверены, что рак начинается в голове, и главный фактор в победе над ним, помимо химиотерапии и хирургического вмешательства, это изменение сознания и подходов к жизни. Снижение уровня стресса и нервов, отказ от фиксации на материальном и обращение к духовному. Если использовать наш любимый метод познания через обращение к огромному массиву данных, накопленному человечеством за века изучения потустороннего мира и жизни после жизни, и найти там множественные совпадения и закономерности, то мы увидим, что действительно в основе функционирования плотного тела, в которое облачается душа на Земле, лежат процессы в тонких телах. Одно из них является проводником жизненной силы. Именно оно, в прямом смысле этого слова, оживляет материальное тело на время пребывания в нем духа и отвечает за исправную работу всех органов. В самом этом тонком теле заложена вся информация о физическом теле и о том, как оно должно работать, вплоть до любого органа, вплоть до каждой клеточки, до каждого атома. Прописано, как и сколько лет в нормальных условиях проработает сердце, как должны расти и выпадать волосы, как и на протяжении какого времени делятся клетки, как они умирают в нужный момент и заменяются другими и так далее. Задумайтесь, огромное количество процессов происходит в вашем теле каждую секунду без вашего непосредственного в том участия. Главная мышца тела – сердце – постоянно напрягается и расслабляется. Легкие организуют доставку кислорода, выделяются ферменты и гормоны, идут сигналы по нервным каналам, создаются и отправляются на борьбу с инфекцией специальные кровяные тельца и так далее. Тысячи процессов ежесекундно. Кто-то невидимый все это осуществляет, кто-то занимается и управляет этим. И этот кто-то вы. Но как воплощенный человек вы об этом даже не знаете. Все работает как будто автоматически. Наука придумала простое обоснование этому чуду. Все это якобы делает наше подсознание. Просто тело само каким-то неизвестным образом работает. Само что-то там выделяет, поглощает, управляет, само себя исцеляет. И не важно, что настройка настолько точная, что любые случайности в принципе исключены. Не думайте, не спрашивайте, не пытайтесь понять. Работает и все тут, потому что мы так сказали. Глупее и наивнее этого может быть только вера в то, что Земля плоская. И все же этому верят. Как верят и в то, что Вселенная с ее точнейшими, тончайшими настройками и константами случайным образом создалась сама, собравшись из пыли какой-то взорвавшейся точки, невесть откуда взявшейся. Такого быть не может. Вселенная определенно является результатом разумного творения. А ведь наше тело – это тоже целая Вселенная. В качестве наглядного примера. Вот совсем недавно, как уже знают те, кто сидит в нашем телеграм-канале и следит за событиями моей жизни, у меня была проблема с шестым зубом верхней челюсти. Там стрельнул пульпит, и мне пришлось немного пострадать от боли и стоматологических манипуляций. Так вот задумайтесь, один единственный зуб. Ну подумаешь, казалось бы, всем привычная история.
А на самом деле это очень высокотехнологичная, продуманная и даже гениальная машинка, создать аналог которой человек не может и сегодня, при всем своем технологическом прогрессе. Вы же понимаете, что даже самое продвинутое стоматологическое лечение – это по сути вырубить больное место топором и залить его бетоном. Природный же зуб – это гениальное и очень сложное устройство. В этом устройстве есть очень крепкая эмаль, позволяющая пережевывать практически все на свете. Есть крепкий дентин под ней, а внутри камера, в которой живет пучок нервов и кровоснабжающих капилляров. И каждый нерв каждого зуба при помощи каналов в корнях подключается к большому тройничному нерву, по которому принимаются и передаются сигналы в мозг. Малейшее отклонение от здоровья и уникальная машинка, которых каждому из нас единоразово дается всего 32 на всю жизнь, перестает работать надлежащим образом. А в человеческом теле таких разнообразных невероятных машинок тысячи, каждая из которых решает свои задачи и все работает слаженно, как единый механизм. Разумеется, и это тело не может быть случайностью, как не могут быть случайностью и процессы, происходящие в нем. Все просчитано, определено и настроено, и правильным образом устроено. А наша задача следовать этим настройкам, надлежащим образом эксплуатируя удивительную биологическую машину, данную нам для выражения себя в плотном мире и получения бесценного опыта. Когда человек нервничает, погрязает в стрессах, ведет неправильный образ жизни, не заботится о своем теле, отдаляется от духовных ценностей, сосредотачивается на вещах и совершает другие ошибки, о которых нам пока неизвестно, он нарушает эту инструкцию по эксплуатации. И в управлении важнейшими процессами происходят сбои, что в конечном счете и выражается в заболеваниях. Если говорить, например, об онкологии, природа которой с физической точки зрения до сих пор не ясна, то это как раз системный сбой в процессе управления делением клеток, прописанном в тонком теле. Нормальный алгоритм в конкретной точке физического тела в результате этого сбоя нарушается, и клетки начинают делиться бесконтрольно. Химиотерапия, хирургические манипуляции, облучение – все это борьба с симптомами, пусть и серьезно продвинувшаяся технически за последние годы, но пока не побеждена причина, рак будет возвращаться снова и снова. Что мы и видим в историях онкологических пациентов и в том, что наблюдал лично я на примере своих родных, близких и друзей, утративших свои физические тела от этой гадости. И вместе с тем я обратил внимание на то, что с тех пор, как произошел мой духовный разворот, и я открылся любви, добру и спокойствию, утратил страх смерти, многие тревоги и серьезно понизил уровень стресса, я перестал болеть совсем, даже простудами. Я заметил, что даже некоторые давно привычные неисправности в теле вдруг чудесным образом устранились. К примеру, на протяжении 20 лет по непонятным причинам у меня были искривлены ногтевые пластины на обоих больших пальцах рук. Ничто не могло исправить этот недостаток. Но вдруг, после того, как произошла моя духовная метаморфоза, ногтевые пластины стали выправляться, и за пару месяцев эта неполадка исчезла полностью. Теперь у меня снова абсолютно ровные ногти, как в подростковом возрасте. И это лишь один пример из множества физических проявлений и улучшений, испытанных мною за последнее время. В книге «Жизнь после жизни есть, я знаю. Путешествие скептиков в потусторонний мир» я уже рассказывал вам о чудесных случаях моего прошлого, когда мое тело волшебным образом исцеляло себя само, к удивлению врачей. Учитывая множественные сообщения о том, что на том свете духовные тела, избавившись от износившегося земного костюма, возвращаются к возрасту 20-30 лет, а все физические недостатки, последствия травм и болезней устраняются, в этом есть логика. По-видимому, поднимаясь по духовной лестнице, мы открываем физическое тело влиянию духовного, укрепляем и расширяем канал связи, и таким образом излечиваем его проблемы.
Я абсолютно убежден, все болезни, за исключением тех, что прописаны на нашем жизненном пути как необходимые точки, действительно от нервов. Тело, бережно эксплуатирующееся его обладателем в соответствии с изначальной божественной настройкой, способно исцелять себя само. Оно имеет надежную защиту, к нему не могут прицепиться никакие вирусы и бактерии. В расширительном толковании этого известного всем выражения можно с уверенностью сказать, что все болезни от некорректных ментальных настроек. Чтобы быть здоровым, наряду с достижениями земной медицины, критически важно использовать и применять знания о том, как их настроить правильно. Тогда никаких болезней не будет. То, что ученые и врачи уже начали вслух говорить о духовном, и в частности признавать духовную природу заболеваний, многое значит. Пока они говорят об этом аккуратно и осторожно, чтобы, не дай бог, не сказалось на карьере и зарплате, но уже говорят, и иногда даже с пациентами, а это, безусловно, прорыв. Один из тех прорывов, которые рано или поздно, но обязательно и неотвратимо в итоге приведут человечество к осознанию, что мы – это не наши тела. Мы – это не сгустки материи серого цвета, запертые в темноте тесной черепной коробки. Мы – бессмертные духовные создания, дети одного Отца, любящего Бога, пришедшие на землю, чтобы с пользой провести здесь небольшой отрезок своей вечной жизни, а затем вернуться домой, к нашим ранее ушедшим туда родным и любимым, которые уже ждут нас там и готовятся к счастливой встрече. На сегодня это все, дорогие друзья. За тему следующей лекции вы можете проголосовать в нашем телеграм-канале. Кроме этого, там интересные публикации и приятное общение с единомышленниками продолжаются постоянно, круглосуточно, без обеда и выходных. Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.